Здорово, устал ходить, как хочется чего-то стильного, эксклюзивного? Тогда тебе на hardplaystyle.ru. Именно здесь ты найдешь огромный ассортимент одежды и всяких ништяков. От футболок до чашек, от худи до термосов. Мы предоставляем качественный и надежный товар. Переходи по ссылке в описании, заказывай и становись частью огромной семьи Hardplay. Каждый, кто закажет какую-либо вещь на нашем сайте hardplaystyle.ru и отправится на фотку в группу ВКонтакте Hardplay Team, попадет в следующий ролик. Ссылка также в описании. Так, я сразу лайк поставил. Сколько стоит шмот, Эдвард Би? А, сейчас мы и посмотрим, вот эти пранкеры в чем ходят. Ну, давай, другалечек, давай, удиви меня. Давай. Вот, пожалуйста. Одеваюсь так, как одеваюсь, даже носки порванные, но с тобой ношу. Если Бог не дал, то надо денег заработать, чтобы Ты это что за генератор цитатных фраз? Мне вот так, что ли, сидеть постоянно? Ауф! хирург дал. Усики, пропуск. Так, если что, это дымоход. Ты давай тоже подписывайся, ставь лайк. На паблик наш подписывайся. Там сейчас знаешь, какой конкурс проходит? Не знаешь? Тебе сказать? Могу сказать. Ладно, позже скажу. Но ты заходи на паблик, там все и так понятно. Трусики. Да, бро, я поэтому не брею. Айо, бро, what's up? What's up, man? Я Толян, мне 15. Слушай, ты ходячий стиль, бро, я тебе отвечаю. Спасибо. Че, Я постараюсь сидеть спокойно. Правда. Давайте я просто буду сидеть спокойно и ничего не говорить. Хорошо? 11 тысяч лайков уже поставили. Ой, не то. Спасибо. Спасибо, не то. Так, я сейчас ничего не говорю. Вот полгода не смотрел, и я уверен, что все изменилось. на тебя Лучшему. раскидаешь нам? Ну, давай снизу начнем. Джорданы, миды, 16 тысяч. Носки, рублей 300, наверное. Джинсы из сэшки за 500. Луи Виттон 30. Где-то 15-20, наверное. У бати. Тут Кархарт, Кархарт 6. Это те... Что такое Кархарт? Напишите кто-нибудь в комментариях по-братски. Что это такое? Какой Кархарт? 6 тысяч стоит тряпка. Что это такое? Тема 7, Обей. Сумка Panasonic, это бесплатно. И в Сен-Лоран рубашка, где-то 30. Тоже у бати взял. Куртка Жан-Франко Ферре, 60 косарей. Очки Гуччи, я не знаю, сколько они стоят, ну 20, наверное. Тоже у бати взял. Шапка из... Для фотосессии кроссовки с футболкой взял. Меня жаба так душила потом. Я сидел, полночи лежал, в потолок смотрел. этого Вин. Хожу теперь, пыль с них стряхиваю. Такая неудобная, кстати. Это балаклава. Она стоит рублей 500 тоже, на самом деле. А, то есть ты можешь раскрутить, и глазки будут, да? Да. Это так работает. А что ты в ней делаешь? В балаклаве хожу, мне по кайфу вообще. Короче, вот эта цепь, это нержавейка, она стоит, ну, где-то косарь, наверное. Из Африки привезенный, с фианитами, серебро, не знаю, сколько он стоит. Просто подарок, типа. Вот это мать подарила, короче. Она стоит, типа, это серебро с какими-то непонятными историями. Стоит, ну, наверное, 20. Это цепочка серебро, косарь где-то. Крест в Праге привезен, стоит, наверное, евро 5. Ну, это ничего, просто бижутерия. Анархия, это тоже нержавейка, я ее приобрел в Болгарии. Анархия, кабан, сердечко. Мои глаза так спокойно. Держи себя в руках, все хорошо. Все туда, все до кучи. Все, что вот было, все. Плейну бати, плейну матери. Все туда вообще, все повесил. Все, что можно. Все, даже с этой цепочку с двери снял и то повесил. Все туда. И она стоит где-то, ну, вспомнить бы. Ну, тоже дешевый. Рублей, наверное, 500. Зачем? А Что кольца? это такое? Кольца, так, это золото, мать подарила. Стоит, ну, где-то, наверное, по 20-30, так. Это то же самое. Это серебро, я не знаю, сколько они стоят. Ну, наверное, косаря 3. Серебро дешевое. Нет, я серьезно говорю, я серьезно. Но вы представляете, году в 2004, вы просто себе представляете? Году в 2004-2005 он бы вечерочком бы где-нибудь вот по улице прошелся. Это же просто, это прям, это находка была бы. Это просто, это вот прям, это... Это прям 100% джекпот. 3 семерки сразу автоматом бы словил. Просто молниеносный джекпот. Все, я молчу. Это молчу, батя подарил спокойно. кольцо, Я молчу. оно из этого. Короче, я не знаю, сколько оно стоит. Бесценно. Ну, Часики, браслеты. это кастом я сам сделал. Кастом. Он, типа, ну, не стоит рублей 200. Это часы, мне вот кореш подарил, вон он стоит. Они стоят, сколько? 2, наверное, косаря, да. Здесь резинки рублей 200. Это тоже кастом.
И эта тема рублей 500. Вот так вот. Складывается ощущение, как будто все, что было в доме, ты О! надел на себя. Вот, Да. красиво. Не, у меня больше. Я типа так сейчас на расслабоне вышел. А что у тебя на шее еще вот здесь, мне интересно? Это, да, засосы, бро. Тебе 15 лет? Ты уже Спокойно. пользуешься большой популярностью у женщин? Спокойно. Да, бро. Как это? Расскажи, в чем секрет? Усики, пропуск в трусики? Да, бро, я поэтому не бреюсь. Все говорят, Всё, побройся, спокойно. побройся, я не бреюсь. А что ты с своими бровями сделал? Побрил брови. Вот так вот. Это какой-то новый тренд полосочки делать? Не знаю, мне просто зашло. Ну рассказывай, чем... Знаете, что спасет его? Хотите, скажу? Хотите? Я все, тихо, спокойно. Все, я спокоен. Знаете, что спасет его? На 100%. На 200%. Знаете что? Вот кто со мной солидарен, сразу подписка и лайк. Я просто спою. Я даже говорить не буду. Готовы? В окне автобуса поплыл военкомат, а тёлки тупо сбились в кучу. Машут, что-то кричат. Ну все, ты в армии. О, теперь ты в армии. До свидания. 100% спасения вообще от всех проблем сразу. Ну так на плац куда-нибудь придет, это не на плац, господи, на построение. Это все, это сразу, да, это Азина сразу. Год пролетит незаметно. занимаешься свои 15 лет? В свои 15 лет я, Ничем. собственно, я ничем особо не занимаюсь, но так подкачиваюсь, хожу, гуляю, отдыхаю. Ну, это самое главное. А подкачиваешься, в смысле, качаешься? Степаныч прилетел. Это, говорит, самое главное. Саня. Качаюсь там, вот воркаут, так и дома качаюсь. Какие достижения, Попизди мне. сколько от груди жмешь? Они его наверное, топят да. просто. А что жмешь? Э, Ты так от груди жмешь? Да. Не так, нормально же. А в школе учишься? В школе учусь, да. Ну, онлайн. Почему? Не знаю. Ну, я вот с первого класса так. Ты же вроде на вид такой толковый парень. Толков, да, я по гуманитарным предметам нормально иду, то есть. А по, блядь, алгебра, геометрия вообще, химия, физика, это... Если вы до сих пор храните все свои деньги исключительно в рублях, то мне остается... Ага, да, сейчас, блядь, храните деньги в сберегательной кассе. Если они, конечно, у вас есть. Вот, пожалуйста. Вот она. Вот она. Ай, ну давай, Мишань. Все верно. Миша, я в ахуе, честно. Это пиздец какой-то. Это новая модель Balenciaga. Концептуально, Блядь, да? ой, подожди. Пиздец какой-то. Все верно. Миша, я в ахуе, честно. Это, короче, можно вырезать и любому своему корешу Мише сразу отсылать. Это пиздец какой-то. Это новая модель Balenciaga. Пожалуйста. Концептуально, да? Я первый раз такие вижу, кстати. Ну вот, потому что их еще пока нигде нету, только у меня. Сколько такие стоят? Скажу точно, потому что покупал недавно, 96 200. Какая-то бабушка вот увидит, скажет: Миша, ёб твою же мать, 96 тысяч на такую пиздец потратил. Вот что ты ответишь? Ну, я просто не встречаю бабушек, понимаешь? Где ты обитаешь-то? Здесь. Здесь бабушек нет. Нет, здесь нету бабушек. Здесь только состоятельные дедушки. А они на меня не реагируют. Штанцы Дольче Габбана, тоже последняя коллекция, 106 тысяч. Худи до Филипп Пляйн, порядка 90 тысяч, по-моему. Куртка монохром. Да, куртка монохром, кстати, бегал за этим пуховиком, потому что его купить невозможно. Он недорогой, он в пределах 27 тысяч, по-моему, рублей. Сумка Москина. Сумка Москина, кстати, тоже недорогая, 11 тысяч. Брайтлинг for Bentley, маленькие даймонды скромные, но они в пределах где-то 20-22 тысяч долларов. Кольцо Булгари, ну, это такая стандартная тема, 1350, наверное, где-то. Где-то так. Ну, маникюр у тебя, смотрю, маникюр, есть. да, ну я же в тренде, я же пацан в тренде, поэтому... Типа В это... каком нахуй тренде? Алло! Алло, остановитесь! Если один, блядь, нарисовал у себя на ногтях какое-то поебение, это не значит, что это тренд. Алло! Эй, мужчины! Это, стоп-кран дергаем!
Тормозим! Ручник, стоп-кран, там, не знаю, задний включать, там, что-нибудь делать, остановитесь! Куда? Какой тренд? Это сейчас адски модно, поэтому я вот Адски, скажу. блядь, Ну, тут модно. многие, знаешь, зрители, я думаю, наши такие взяли, выдохнули, типа, фух, Балтимор! обручальное кольцо. Ха! Но у тебя Она- Да. жена, Я не муж. поспорю. Как говорят у нас у танкистов, а есть пробитие! Пожалуйста. А я ему, главное, говорил, не играй в танки. Не играй. Не надо в кустах на арте стоять. А он мне, нет, я один разочек. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Потому что нормальные пацаны в War Thunder играют. Вот, вот, пожалуйста. Вот типичный танкист. Вот, вот, пожалуйста. Он Арталок, я грязный имею в виду. же. Но у тебя жена, правильно? Да. Это что был? Просто мимо проходящий рандомный тип? Да, у меня жена и 2 детей. Притом дети уже взрослые. Это сколько? Ну, у меня сыну 14 лет исполнилось. Ёпта ж мышь. А тебе сколько? Я просто очень хорошо выгляжу, правда. 38 лет мне. Нифига себе. Круто, респект. Ты, кстати, не выглядишь на 38. Ну, я стараюсь, думаю. конечно. Слушай, столько бабла вложено в лицо, я бы еще выглядел на 38, можно было застрелиться. Так. Серьезно, к косметологам ходишь? Конечно, а как? Я же нормальный мужик. Я нормальный мужик 21 века. Живу в Москве. Слежу за своей внешностью, слежу за своим телом. Знаете, я сейчас что-то на свои синяки под глазами посмотрел, в которых картошку можно сажать. И понял, по-моему, я делаю что-то не так. Что-то, по-моему, это вот какие-то тут морщинки. Надо мне тоже это подтянуть. Что-то здесь нечисто. Это нормально. Ну рассказывай, нормально. чем таким, Миш, занимаешься, что вот так вот все. Давай, Миш. Слушай, я работаю много на самом деле, никто не верит, но я работаю много. У меня свой интернет-журнал, это раз. Дальше я занимаюсь собой сейчас. Слушай, ну сколько тебе вообще денег надо в месяц для твоей комфортной жизни? Мне? Блин, меня сейчас убьют половина зрителей по ту сторону экрана. Ну, чтобы было прям вот просто на жизнь без шмота. Нет, все вместе, чтобы прям, А, ну, со шмотом? хорошо. Хорошо. Ну, миллионов 5-6 в месяц было бы идеально. Привет, как зовут? У меня очки не влезают даже. А, да? Ребят, ну, у кого обычно на жизнь уходит, ну так чисто вот, ну 5-6 в месяц. Ну так вот чисто. Просто вот, ну, на шмоточки и похавать купить. Ну просто вот, ну чисто вот, ну просто вот, ну рандомно. Ну так вот чисто, пожалуйста, лайк поставьте. И напишите в комментариях, сколько у вас средний доход. Вот давайте так вот, давайте. Средний доход в месяц. Напишите, работяги, все в комментах. Это будет разрыв. Я перечитаю все комменты. Смотрите, фиксируйте. В первую секунду, когда выложится этот ролик, там, я не знаю, миллиард комментариев будет. Зовут? Привет, Алина. 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 Сколько годиков? Можешь не отвечать, если не секрет. Не секрет, 26. Это Шанель, 1000 евро. Шорты это Маш. По-русски многие называют Маже, но правильно по-французски Маш. Вот, они стоили 1025. Ремень это Гуччи. Да, евро 600. Дальше куртка Фенди. 250. Рубашка это Зара, 3000 рублей. Сумка тоже Шанель, 4500 евро. А демарочки, да, ну где-то 1 000 000. Сережки это подарок. Вы заметили одну тему? Я
вот стал замечать то, что раньше, знаешь, такая вот сумка, там какая-нибудь Gucci, Prada, 100 тысяч. И все такие, блядь, вот за эту косметичку 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей за, сука, за косметичку. Что? А сейчас там, ну, там 400 тысяч сумочка. Ну, так, чисто. Ну, просто, ну, 400 тысяч. Блядь, сумочка вот такая вот. Вот такая вот. Вот такая. Я, ну, это когда-нибудь закончится? У этого есть, ну, предел вот этого квадратика цены? Не знаю, недавно подарили. Загорел, это где-то была, что ли, на отдыхе? Да, я только из Дубая прилетела. А тесты это сдавала на коронавирус? Сдала, могу показать. Хочешь? А с собой реально есть тест? Но у меня в телефоне, они же присылают все. Переболела. Переболела? Да, да. И как это как это было, рассказывай. Я была уверена, что это обычная простуда до последнего момента, пока мой муж не пришел, не сказал, что он Пока мне не сказали, что у меня 90% поражены легкие. Вот так, да. Осуждаю такую шутку. не чувствует запахов. Я говорю, да у тебя просто заложен нос, поэтому ты не чувствуешь. И на следующий день я просыпаюсь, и я пытаюсь попить кофе, и я понимаю, что я реально, у меня абсолютно дышит нос, и я реально не чувствую запахов. Мы начинаем просто все... Мне кажется, у всех это была тема, вот в большей или меньшей степени, даже включая меня. У всех вообще людей, вот сколько я знаю, у каждый вот через эту херню прошел. То, что было потеря частичное или полное обоняние. все нюхать все, что у нас есть дома, все духи, там какие-то запахи, и не чувствуем абсолютно ничего. И вот так Шортка мы и куртка. переболели. Здорово, как зовут? Да, дома. Александр, Александр, сколько лет? 15. Кросс, Гуччи, Нихера себе, у Александра голос 15 лет. 65, штаны около 40, тишка Supreme, бля, не помню сколько, честно. И, 1015? 1015, да, и стоник около 20, я думаю, и куртка 120, Это Off-White с Gore-Tex, да? да. Так, что у тебя за очки? Очки, Не Cartier? да, около 100 стоили. Часы, Rolex, как бы не самый выпендрежный, 500. Ну так, без выпендрежа, чисто на лайте, да? А что, у тебя есть еще часы какие-то? Да, есть, но на выход не люблю одевать, потому что это портятся вещи, и как бы их не стоит. Это тоже безопасность, то что сейчас такое время, что всем нужны деньги, и много кто может украсть или плохо закончиться может. Может, тебе пора с охранником ходить? Как к Моргенштерну? У меня есть, но предпочитаю без него. А что, мешает? Да, мешает, но просто неприятно, как бы, когда рядом находится еще лишний человек, который как нянька. Это не очень. Еще родители. У кого есть, ну, охрана там, если за вами ходит минимум 5 человек, плюсаните тоже, пожалуйста, в чат, мне это очень важно знать. Им что-нибудь доложат, да? Ну, у нас с ними свои договоренности. Ну вот. Они не лезут. То есть, подожди, котлы на руке, это типа, ну, это как бы нормально. Для шкилы такого возраста, серьезно. Это не зависть, если что. У меня есть тоже одни дорогие часики, где-то тысяч, наверное, они... Брэтлинги, по-моему, блядь, они тоже... Сколько же мне стоят? Мне подарок был еще в 2017 году или 16 в конце 16 года мне подарили часы. Но я не любитель, то есть я часы ношу... Вот, я их забываю постоянно у женщин, когда так, спокойно. Не все шутку поймут. Это тонкая шутка, отсылка к КС-контенту. Ну, ладно, мы не об этом. Я и мои 5 личностей считаются вполне Лезут да. в твою приватность. Да нет, не особо. Мы с ними всеми дружим, как бы они мне практически как друзья. Ты в школе учишься? Да, я учусь в школе. Эта школа учится на меня. Международной, британской. А в школе как нормально все реагируют, что ты такой модный и стильно, дорого одеваешься? На самом деле, в школе у нас как бы это не так все замечают, так как все из таких достаточно богатых семей. Вот, и... Не знаю, старые, там 1250, больше общения наверное, как стоят. бы интересует, и нам, Я их в принципе, не ношу, это мало валяются как просто. интересно. Обучение Они же денег на стоит? фотках даже есть. Да.
около 180 тысяч рублей в месяц. В Англию поедешь учиться? Да, я надеюсь, что у меня ума хватит как бы на Оксфорд, и я думаю, что было бы весьма неплохо, и это стоит того ради карьеры. А сколько ты сам тратишь денег в месяц на себя? Оксфорд, да, сука. Ребят, у кого ума обычно на Оксфорд тоже хватает, вот кто в школе учится, работяги, ну, нормально все у вас там? Ну, тоже как-нибудь плюсаните там в чат. Кто обычно, ну, в Оксфорд хочет поступить, по 180 штук в месяц просто. На жизнь? Вообще, ну, стандартно это около... Я не считаю, что это мало. Конечно же, это не мало, но где-то 1300, я думаю. Это на шмотки или нет? Нет, я не люблю скупать шмотки какие-то и... Но погулять, как бы сходить с друзьями, там, как бы в какие-нибудь места, вот. Привет, Ну, так, как зовут? Привет, Виолетта. Виолет, сколько? Виолетта, я люблю тебя за это, и за это, и за то. Это, ну, 300 тысяч, ну, просто с пацанами сходить погулять. Ну, просто чисто вот... Блядь, я почему-то вспоминаю, по-моему, 2-й или 3-й курс института, как мы батон хлеба на 3, по-моему, или на 4, не помню, на скольких, на 3 или на 4 мы постоянно хавали. И маленькие такие с мазиками, мазики такие, знаешь, майонез такой продавался, провансаль, что ли, как-то он назывался. Короче, тоже вот все вместе стоило там что-то порядка... Слушай, я сейчас уже не вспомню цену. Короче, вообще копейки стоило. И вот мы хавали батон, короче, и мазик. И это было, типа, вообще топ. Не-не, даже на шавуху денег не хватало. В лучшие случаи мы пирожки ели с капустой, потому что они подешевле были. Сколько лет, если не секрет? 20. Тапочки, это, по-моему, Зара, Divided. но они недорогие, 1004, наверное. Джинсы, это, по-моему, Так, ну либо начало Zara хорошее, спокойно. или Бершка, 1002. Спокойно. Это Вот, рысь? пожалуйста. Это рысь. Да, это подарок мужа. Нифига себе, ты уже в 20 лет замуж успел выйти? Да, я 6 лет в отношениях. С 14? Даже с 13. Как говорится, куда смотрели родители, да? Ну, типа того. Ну, сколько шуба из рыси стоит вообще, в принципе? Где-то от 1 миллиона, если без капюшона, с воротником просто и с укороченным рукавом. Хера себе, эта рысь такая дорогая. Ну, да. То есть это, может, и ляма 2 стоит такая шуба? Ну, я думаю, где-то 1,5. Сумка — это Лакоста. А, лакост. 20, наверное. Все, ничего мы тебя не забыли, каким цацки там. Колечко. Это муж подарил это, и это муж подарил. Ты сама чем занимаешься? Я косметолог. Косметолог? Начинающий. Да, чтобы меня там потом не говорили, что я людей чуть ли не убиваю. Да, я начинающий косметолог. А почему сейчас так модно у девчонок делать губки себе? Это типа супер секси? Ну, наверное, Это типа, чтобы они плотные были и чтобы сосать было удобнее. Извините, не удержался. и секси, и как бы кто-то за эстетикой Я гонится. прошу прощения, правда. Всех ранимых, все, кто посмотрит это видео, я приношу свои извинения. Просто, правда, я весь видеоролик, все 14 минут держался как мог. Извините, пожалуйста. Я не хотел. Потому что там у кого-то может А, нет, хотел. быть асимметрия какая-то. А так, Извините. в основном, ну да, это красиво. Извините, ну, Слушай, я знаю вырвалось, очень ну много что? мужиков Синдром Туретта не дает о любят, себе когда у знать. девушек, пухленькие губки. Они любят, когда все прям максимально естественно. Не, ну Макс, ты о чем сейчас вообще говоришь? Подожди. А, ну да. да, на То есть вкус и Макс цвет, взял, но как же. Ну, кто-то любит маленькую грудь, кто-то любит... Ну, ты вообще сама за что? За маленькую, за естественную или за неестественную, большую? За большую и естественную. Так, а если Бог не дал? А если Бог не дал, то надо денег заработать, чтобы хирург дал. Ну смотри, получается, муж и косметология — 2 источника дохода, верно? Ну, вообще, я еще за футболом слежу. Мне Антон Мирончик нравится. Вот, и я еще на фанбете поднимаю. Чего? А, осуждаю, сука! Что? Чего? Какой Антон? Это кто? А это кто, чат? Это кто такой? Антон чего, Мирончик? Привет, как тебя зовут? Меня зовут Мавлет. Мавлет, сколько лет скрываешь? Ну, лет 25 душой, а так
35. Выглядишь ты невероятно. Интересно, расскажешь, что за вещи на тебе? В пижамке вышел. Как дома сижу, так и вышел. Просто за хлебушком. За хлебушком вышел, и получилось так, что любимый канал стоит. И Ты сейчас уже просто растопил мое сердце, в копилочку, в карму себе закинул 1 миллион. Да. Перчатки бесплатно дали при входе в ЦУМ. Пакетик Аква ди Парма. Тоже такой простой пакетик. Там, я смотрю, чек, глянем, сколько он стоит. Я вас умоляю, оставьте эти мансы. Какой там чек? Простой, обычный, 3500. Дальше... Ты айфоны купил? Ну, по счастливой случайности. Это Pro Max. Футболист Это Локомотива. Pro Max. Это, кстати, у нас тоже Инстаграм. Называется M-Store07. Город воинской славы Нальчик. Вот там. Так ты купил, чтобы перепродать? Ну, как перепродать? Друг попросил, взял. Вот. Ну, блядь, как перепродать? Ну, молча и с улыбкой. Как еще перепродают? Ну, чтобы понимать, сегодня мы с ним день съемки, это первый день старта продаж. Получается так. По счастливой случайности, блядь, вот пол Москвы не могут, как эти Патау стоят в этих очередях бесконечных. А вот случайно мимо проходил, и как-то раз, и 2 телефона прилетело. Вот. Мы, русские, своих таки не обманываем. Ты в гости? Дорогой человек. В Нальчик поедешь или ты сам оттуда? Там Бля. оттуда. Так, давай дальше по вещам. Дальше не будем, наверное, что. Скромненько. Особо не знаю. В Нальчике нельзя такие вещи показывать? А то приедешь, тебя растащат по частям там. Так у нас не принято. У нас самый гостеприимный город, кстати. Приезжайте, будем рады. Горы хорошие, красивые. Кухня у нас одна из самых вкусных, хороших считается. Так что обменяемся телефонами обязательно. В Эльбрусе можно приехать. Ты очень талантливо ушел вообще от шмоток. Так, все хорошо, давайте возвращаемся. Кроссовочки, как это? Изи я люблю. Изи буквально недавно вышли. 200 с чем-то евро стоили. Джинсы обычные, простые. Зара. Свитерочек. Ну, в моем гардеробе один из самых таких приятных. Hermes. О, добрались мы до интересных брендов. Как у нас говорят в Париже, Hermes. У вас там в каком Париже? В Нальчиковском? В Нальчикском Париже. Сколько отдался Hermes? В районе 2,5 стоило. Свитерочек покупал, кстати, в Нальчике. Нихуя себе куртка. 226 тысяч. 226 штук. Это даже не куртка, это свитер же, да, он сказал? 226 штук за свитер. Это, то есть, это просто охереть как дорого. Это Есть магазин за Сенатор. свитер. Очень хороший магазин. Стефана Ричи. Они мне Ричи. подарили. Так как у нас принято знакомым, близким дарить, они подарили. Ну, наверное, стоит рублей 15 примерно. Очки. Очки... Не знаю, как бренд называется. Гуччи вроде? Да, ну вроде бы. Тоже в районе 25 рублей, наверное. Кстати, я Сумка думал, они Луи? под 100 тоже стоят. Да, сумка старая уже. Жизнь повидала, покупал в районе 800-900 евро где-то. Ну и аксессуары, расскажи, что у тебя на руках. Да, ничего нет вроде бы. Вот, на правой нет, на левой... Ой, что тут? Тоже подарили. Хорошие, говорят. Лимитированные, не знаю. Ты говоришь, что тебе то подарили. Чё? Тихо, чё, блядь? Ну так чисто. Алло, Ютап, а где вот это вот Стефания Лабретти, вот это вот Мискузи энд Бонжорно, где вот это все, где вот эти часики, чтоб я вот так вот раскрывал? А давайте, короче, смотрите, я что придумал, смотрите, таки я придумал, богатие. Значит, давайте вы мне будете дарить дорогие подарки, а я делать анбоксинг на стримах, блядь. А давайте? А это гениально, я считаю, это правильно. Давайте, короче, смотрите, вы мне дарите подарки, а я, короче, вот так вот раскрываю.
Да? А чё, нормально? Нормальная идея. Вот так вот раз раскрываешь и как бы буду говорить спасибо большое, это инстакарточку вашу рекламировать. Ну да. Гениальный контент. Прям за место этих. Это же... Это... А что? Хорошая идея. Бля, гений. Говорят, лимитированные, не Стонг. знаю. Ты говоришь, что тебе то подарили, это подарили, здесь тебе бесплатно дали. Ты, наверное, какой-то вес имеешь хороший в наличке. А рожа не треснет, то я должен был бы попробовать хотя бы. Какого Не, ну мало ли, может, кто что подарит. Не, ну вы хотите сказать, нет никого богатых? Нет? Ну, эти часики на Новый год. Там 1,5, там 2 миллиона вот эти вот, ну, роликсы. Может, там, знаешь, у кого-то завалялись, там на столе, там 25 штук их лежит, они такие, ай, ну давай, Харду, вот эти отдам. Хорошая идея, по-моему. Обычный, простой парень. Просто у нас как принято. Кому-то что-то подарил, то же самое внимание уделяют и все. Может, тогда людям с регионов стоит съезжаться всем не в Москву, а в Нальчик? Добро пожаловать. Будем рады. Ну, правда, что тебе в этой жизни приносят деньги основные? Чем занимаешься? Основное у нас, как я говорил, салон сотовой связи M-Store. Сколько в Нальчике надо денег, чтобы хорошо и комфортно жить тебе? С комфортом жить где-то в районе, ну, рублей 70-80 и выше. А так, в среднем, для Нальчика где-то 20-30 тысяч тоже хватает. Король пранков. Эдвард Билл сегодня с нами у ЦУМа. Рыбак, я рыбак. Мне все говорят, что я одеваюсь как рыбак, и дымоход сколько стоит шмот. Хочешь Ни разу, уточнить, кстати, не сколько видел, это всё реально. стоит? Кроссовки Не знаю, почему, ни разу нигде не пересекались. значит, в смешных ценах куплены. С 2500 изибутся. Похожи на оригинал, но это не настоящие. Принципиально не покупают дорогие вещи. Штаны, значит, обрыганные. Я хуй... Сколько они стоят? У меня даже ремень, блядь. У меня даже змейка зашита. Блядь! Змейка! Сука! Осуждаю! Это со своей змейкой! Сейчас полетим в Дырку бан, сам блядь. сделал, ебать. Тут у меня надо... Писькой проковал. Новый ремень нужен, видишь, тут уже все. А у меня все старым хожу. Да как-то руки не доходят до магазина. Сейчас будет там змейка. Вот, зайди в ЦУМ, да купи себе ремень новый. Сколько он стоит? ну, Минимум 5 €. Нахуй это Off-White 1025. И эта жилетка фирменная, пранкерская. Я ее в Америке покупал, да? В Америке сколько она тогда стоила? 1015, блядь, где-то так она стоила. Ну, такая, хорошего качества, 15-шку. Вот это я не пожалел. Бабки реально один раз. Ну, как, один раз живем, решил там, ладно, психану, ёпта, купил жилетку за 15. Так. Какая-то кофта, ебать, 1000 за 2-3. И вот эта майка за 500 рублей. Ну, не за 500. Ну, так же само, где-то 2, блядь. Все. Так. Часы 30. Ах, началось, нахуй. Самое угарное, что я с собой... Я на себе не ношу одежду дорогую, но трусы у меня обычные военные, спецназовские. В армии выдают трусы. Я их не выкинул, нахуй. Самое угарное, что я с собой одеваюсь так, как одеваюсь, даже носки порванные, но с тобой ношу, бля, почти 1 000 000 рублей. Ёп, точно. А можно я подержу? И побежал. А ты точно знаешь, сколько там денег? Давай, нахуй. Что мне нужно сделать, чтобы пятерик заработать? 100 раз сажаться. Бля, 100 не То смогу. есть я готов... Давайте ты отожмешься. Нет, 100 раз не смогу, 50 Смотри, смогу. Для меня задача не одеваться пиздато, а продвигать что-то интересное. Допустим, я трачу деньги не на отжимания, а, допустим, на людей, которые там попадаются мне под руку. За отжимание и либо за какую-то физическую нагрузку, неважно. И приседания на бутылке можно, в принципе, там удваивается сумма. Да, на связи, Панин. И важная хуйня. Если кому-то нужна одежда, я вижу, что он хуже меня одет, я его могу одеть. Что-то на новое улице. видео, Панин, Ну, выпустил? 1100, ебать. Такое Смотри, может быть. смотри. Я, может, я что-то пропустил? 11, 2, 5, 23 тысячи. Ну, ты Все. дороже меня одеть. Нет, ты в любом случае... А Тридцатка. это не считается одеждой, это аксессуар. Петушара, бля, ёпта. Ну давай хочешь 50 раз отожмусь? 50. Ну, бля, 100... Вся команда Петушар дымохода отжимается 50 раз. И 7 даю 5 на всех. Еще спрашивайте, сколько денег с собой всегда у кого-то. Кто там? Тоже нормально. Сколько денег у тебя с собой в кошельке, хуйке, они же... Сколько, говорит, денег у тебя с собой?
И прям за следующим поворотом стоит еще одна команда съемочная. По съему денег. Я показываю. Слушай, Видать, я нахуй ваш креативчик, ну, сука. короче, смотри. У тебя же есть классные Порнуха. тачки. Классные тачки. У тебя Бэшка, МК Во, есть. кстати, да, я одежду не покупаю дорогие машины. Вот у тебя сколько машин, расскажи? Ну, где-то 5. 5 машин. Да. Все вместе, если взять на эти тачки, сколько ты потратил? Полтора уруса, ёбаный 16 в тысяч рот. лайков. Полтора Спасибо урус? огромное. Это типа 1,35 миллионов? Ну, где-то, нет, где-то, да, 30, может, да, это так. Ну а Давай. сейчас давай я 50 раз отожмусь за косарь. Итак, леди и джентльмены, сейчас будем наблюдать, как дымоход дает в рот цумовскому полу. 50 раз за 1000 рублей, сучка. Раз, два, 3, 4. Пошло 21. добро. Все, поздравляю тебя, ты заработал 1000 рублей. Это продакшн отвратил, лучшая гнида за пальтом, ёпта. А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгрыша. Не понял, но было очень интересно. Так, ну чё, неплохая канитель. Слушайте, ну ничего не меняется. Ну сумочки по 400 тысяч я, конечно, удивлен. Напишите, что у вас в гардеробе самое дорогое. Просто вот прям заходите и пишите, что самое дорогое у вас. Это на самом деле очень интересно.